Итак, двигаемся дальше. Теперь мы рассмотрим боковой наклон таза. Ну или наклон таза в бок. Вот. Здесь бывает только два типа. Наклон боковой влево и наклон боковой вправо. И у бокового наклона есть только одна единственная причина, по большому счету. Это короткая нога. Короткая нога. Давайте я запишу, потому что и вы записывайте. Для того, чтобы запомнить. Боковой наклон. Боковой наклон. Значит, причина бокового наклона одна единственная. Это короткая нога. Короткая нога. Короткая нога. Все, других причин нету. А вот у короткой ноги есть куча других причин. И вот мы сейчас все это будем рассматривать. Но пока запомните одну единственную вещь. Боковой наклон означает короткую ногу. Давайте я это зарисую, и вы все это поймете. И будет для вас легко и просто. Вообще я рекомендую вам не запоминать то, что я говорю, а понимать. Потому что тогда запоминать не надо, и все становится на свои места. Потому что вам всегда придется, когда вы будете смотреть на человека, такой ребус разгадывать, что здесь происходит. И если вы умеете думать, то вы легко разгадаете. А если вы просто запомнили по шаблону, да, в большинстве случаев это сработает, но будут случаи, когда вы не сможете это сделать, если вы не научились думать. Поэтому учимся думать. Итак, давайте я нарисую человека и нарисую нормальный таз и наклоненный таз в бок. Ну вот условно это таз. Это ноги. Вот колени. Грудная клетка. Вот голова. Вот так выглядит нормальный таз. Значит, как определить, есть боковой наклон таза или нет? Это надо делать по тазобедренным суставам. То есть, вы уже увидели в предыдущем, что при скрученном тазе у нас меняются вот эти вот гребни тазовой кости, будут не на одном уровне. Поэтому по гребню вы никогда не определите наклон таза. То есть, повторюсь еще раз, боковой наклон можно определить только по тазобедренным суставам. По крыльям таза определить нельзя, потому что дополнительные влияния. Как это будет выглядеть? Давайте-ка я вам это тоже нарисую. Выглядит это вот так, когда тазобедренные суставы находятся не на одном уровне. Ну и соответственная компенсация. Противоположный наклон плеч и корпуса, точнее грудной клетки головы, это компенсация наклона таза. Поэтому вот один из признаков, вы можете тоже не понимать, есть наклон таза или нет. Если вы видите наклон головы в противоположную сторону, вот, это и плечо, вот, плечи, соски вот не на одном уровне. Это практически стопроцентный признак того, что есть наклон таза в противоположную сторону, потому что это компенсация. Вот. И вы видите, что относительно пола, вот видите, относительно пола, у вас здесь параллельная линия, а здесь сходящийся угол. То есть, причина у этого одна единственная, это короткая нога. То есть, если нога по какой-то причине стала короче, то вы будете иметь боковой наклон таза. Все, другой причины нет.
Причем это уходит, если человека посмотреть сидя. Но, конечно же, вы должны понимать, что если компенсация была долгая, то даже сидя наклон сохранится. Поэтому не всегда, посадив человека, вы можете определить, есть или нет боковой наклон. Но если вы сажаете и выравнивается, уходит боковой наклон головы, значит это наклон таза в бок. Вот, давайте теперь рассмотрим такую вещь. Почему нога становится короче? Ну и, в общем-то, тут всего три причины. Первое – это голеностопный сустав, коленный сустав и тазобедренный сустав. Все, других причин нету. В одном из этих суставов нога может укорачиваться. И давайте мы теперь рассмотрим более подробно, как это происходит.